Всем привет, с вами Тазман. А я Роман. Сегодня мы начнем смотреть сериал Гуррен Лаганн. Это один из моих любимых сериалов. Роман о нем ничего не знает, ну, узнает. Я бы сказал, о чем он, но на самом деле это невозможно передать. Единственное, расскажу тебе, не относись к нему слишком серьезно. Попробуем. Попробуем. Так, ну давайте смотреть вместе. Гуррен Лаганн. Погнали. Ну, как ты можешь понять, здесь роботы будут присутствовать. Уже вижу, да. Бодренькая заставочка. Ну, песенка мне нравится, кстати. У меня на плеере есть. Ну, все понятно. И тонны, тонны, тонны пафоса. Ну а Готовься. куда без него? Белая дыра какая-то. Галактика, наверное, была, я уж не помню. Начало бодрое. Ну отлично, отлично. Кто там? Вот. Пронзи своим буром небеса, первая серия. Крота, свинина. Недавно только ел, отличная штука. Пока он нас не пробурил. Поверь мне, эта фраза здесь не случайно появилась.
Чувак, сиротки. Чё? Похож на этого. Ладно, запиши. Забыл. Я думаю, это тоже было не случайно. Так нарисовано. И это не единственный раз, когда в Гуррен Лагане физика идет нафиг. То есть много поколений живут под землей. Порядок, 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 порядок. Опять какое-то пушистое Да, создание. я тоже хотел сказать. Как в тюряге какой-то. Да, кстати. Кстати, откуда у них электричество? Не знаю. Это было близко. Да. Всего лишь, ты чего?
Легко порвал веревки. Сильный, мощный. Да-да-да. Если вы не идете на поверхность, поверхность идет к вам. У него модные очечки, кстати. Мгм. Стильненько. Сильный, мощный, ловкий. М. Собственно, они правы. По-моему. То есть он успел рассмотреть, да? Ну там, очень круто подъехало. То есть их зовут ганманы.
Чудо-юдо машина. Ты еще не представляешь, какая или какое чудо-юдо. Как у нее так нога выгнулась, понять не имею. Что за микроволновка? Тут тоже есть какие-то непонятные волны излучения, блин. Мне нравится, как тень нарисовали, как бегает. Ну, интересно.
Хрена себе. Так, ну вот, первая серия закончилась, что, обсудим? Так, ну давайте обсудим то, что увидели. Собственно, что мы в этой серии что нам показали. У меня тут очень много, кстати, записей. Буквально ничего. Вот, мы познакомились с персонажами Симон, Камин и Йокко, которые живут под землей. Живут под землей уже не одно поколение. Ну, я так понял, они вообще наверху ни разу не были. Получается, нет, то есть, как сказать, Потому что мы видели, старейший. когда он удивился. Типа, да, вот она поверхность. Да, да, да. То То есть, возможно, он даже по-другому ее представлял. ну, он там был. Он же говорит, я с отцом был на поверхности камина. Да. Он видел, что она есть. Удивлялся-то этот. Симон, да, он такой, Симон, типа, вот да, она. да. Типа, это поверхность. Вот. А как говорит старейшина деревни, то есть открывать, они под куполом, в какой-то пещере, не знаю, как это назвать, что открывать, то есть выходить на поверхность, это табу, ему много поколений, и даже они считают наличие поверхности неким мифом. Ну, То есть как будто это просто чьи-то выдумки, ее не существует. Они так жили поколениями, вот это, собственно, их место, только так можно и жить. Вот. Потом, собственно, обваливается потолок, поверхность сама пришла к ним, туда вываливается робот, называемый Ганман. Вот. Ну и, собственно, вот начинается. Там, кстати, еще момент, тоже на который можно обратить внимание, это не такой прям то, чтобы важный, но он есть. Когда Камина там представляется, типа я там лидер Гурандана, все дела. Да, очень пафосно. И ему этот робот отвечает, типа, что же ты сделаешь, человечек? То есть, без подозрения, что там не люди в этих роботах. Вот. Ну и, собственно, что? Много пафоса опять, раздавать пинки здравому смыслу. Ну да, вот он девиз Гурандана. Забавная фраза. Да. Ну и еще тоже момент, который еще всплывет, то есть можешь не верить в себя. Да. Да, когда он Да. взбодрил. Да. Главное, верь в меня, верь в мою веру в тебя. Да. Вот. Ну, собственно, наши герои попадают на поверхность, где их там не очень рады видеть, судя по всему. Уже 2 робота ждут. Еще такой момент. А тебя ничто в самом начале сериала не смутило? В самом-самом начале. Мы знаем, подземная деревня, они живут под землей. Так. А с чего все начиналось? С чего же? Взрывы в космосе. Да, кстати. Да. Ну, то есть что-то за этим есть. Ну да, там какая-то война. Там какая-то война и прочее. Вот, еще такой вот момент. То есть что-то за всем этим есть. Не просто, возможно, так они под землей оказались. Посмотрим, увидим. Ну да. Ну, как и в «Ученике чудовища». Есть обязательно милая зверушка мохнатая. Да. Это прям фишка, видимо, того, что мы смотрим. Мы, наверное, только это что-то пытается там... говорить. Там он просто молчал. Ну да. А это что-то там подписки. Там Тика, по-моему, звали, если не ошибаюсь, в «Ученике». Он морально поддерживал. Да. Здесь что-то пытается даже там ключ подал Симону, чтобы он микроволновке прибавил мощности. Да. Дал жару, так сказать. Вот. Ну и еще то, что вот видишь, у робота из ниоткуда появился бур, то есть дрель, скажем так, и они как вырвались на поверхность, просто по сути пробились сквозь толщу земли, попутно профигачив насквозь этого робота. То есть откуда взялся бур? Да, этот момент я пропустил, пока записывал. Забавно в том плане, что Симон-то, он бурит, как удобно, что тут бур появился. Тоже такой момент нужно будет запомнить. Вот. Так, мы будем смотреть сразу несколько серий подряд, поэтому с вами увидимся в следующем видео, а мы продолжим просмотр. Погнали? Да, гоним.